день, друзья! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Это вторая часть вчерашнего видео. Ольга Дементьева. Иногда корень закукливается и остается зеленым кончиком, а иногда в конце закукленного корня появляется черное пятнышко. Но черное пятнышко появляется только от того, что у вас очень большая влага в горшке. Он начинает загнивать. Про закукленные корни, по-моему, я рассказывала в прошлом видео. У нас есть плейлист большой, уже большой, с ответами на ваши вопросы. И часто новички задают все время одни и те же вопросы. Я буду такие часто задаваемые вопросы, чтобы не отвечать каждый раз на один и тот же вопрос, я буду для новичков оставлять ссылочки под их вопросами на этот плейлист. Для того, чтобы они могли пройти и посмотреть. Потому что не всем интересно, если я каждый раз буду отвечать и рассказывать одно и то же. И про закукленные корни ответ уже есть. Но черные пятнышки – это влага в вашем горшке, непросыхаемая влага. Маргарита Байдюк. А вы отключаете лампы на ночь на полках? Смотрю все ваши видео, большое спасибо. Конечно, я отключаю на ночь свет. У меня подсвечены орхидеи с 8 часов утра до 9 вечера. Или с 9 часов утра до 10 часов вечера. Потому что в разных комнатах стоят разные таймеры, но световой день у моих орхидей составляет от 12 до 13 часов. В разных комнатах таймеры настроены по-разному. Какими таймерами я пользуюсь, я рассказывала и показывала. Ссылочку на это видео я обязательно оставлю. На свету у орхидей происходят одни газообменные процессы. Без света другие газообменные процессы. Так же, как, я не могу сказать, как и у нас, но мы же тоже должны световой день работать, ночью должны отдыхать. У орхидей своя жизнь, дневная и ночная. И это обязательно. Вы же не выращиваете на гидропонике салат, который у вас должен вырасти за неделю. Им тоже нужно день и ночь. И это обязательно. Про освещение есть несколько видео. Оставлю ссылочку на этот плейлист. Пройдете, посмотрите. Я там подробно все объясняю. Про фотосинтез и все остальное, что происходит с орхидеями на свету. Ленок ХМ. Как отреагирует цветущая орхидея на обработку фитоловином и привикуром? Листики проблемные, хочу обработать для профилактики. Для профилактики листиков замечательно отреагирует. Если вы имеете в виду, что как отреагируют цветы, цветы никак не отреагируют, они будут продолжать цвести. А вот листики, если вы их пролечите в этот момент, я думаю, что отреагируют и спасибо вам скажут. То ли вы их протрете, то ли вы их опрыскаете, эти проблемные листики. Потому что если вы точно знаете, что у вас какое-то грибковое заболевание на листиках, и оно будет развиваться, оно и цветы погубит. Поэтому листики лечите. И еще один вопрос. Если у меня Black Face, очень капризный, тугодумный, на мой взгляд, сорт. Сидит без корней, листьев не растит, как его разбудить? Не надо ничего никогда будить. Если он у вас отцвел, будете начинать поливать с удобрением, и он проснется сам. И начнет растить и листики, и корни. У меня нет такого сорта, но сейчас очень много выведено сортов. По-моему, один из сортов относится Согорелакс. Знаете, красного цвета цветы. Вот все относятся к таким тугодумам. Он может вырастить за год всего один листик и процвести всего одним цветком. Вот такие нам сейчас сорта выращивают, поэтому не нужно думать, что он ничего не делает. А может быть, он из именно таких, хотя я посмотрела, конечно, как цветет
Blackface, у него большие ветки. Ну, значит, тугодум. И такие орхидеи бывают. Пусть думает, не надо его стимулировать гормонами. Удобрений будет вполне достаточно. Иван Иванов и Екатерина Ермолова. Вопрос примерно один и тот же. Купила в марте изумительной красоты белую орхидею. Цветы были все распущены. Бутонов не было. Она у меня процвела до настоящего времени. То есть она процвела 4 месяца. Это замечательно. И вот интересно, она сначала начала засушивать цветоносы, а потом уже сбрасывать цветочки. О чем это говорит? Я все время ее только поливала, не пересаживала, хотя жутко хочется. У нее крошечный горшочек, не подкармливала. Во-первых, вы купили цветущую орхидею со всеми распущенными бутонами. То есть, если она у вас процвела 4 месяца, это великолепно, потому что вы точно не знаете, когда у нее распустился последний бутон. А орхидея обычно цветет от 4 до 6 месяцев. Это нормальное стандартное цветение орхидеи. Поэтому прекрасно, что она у вас отцвела. А почему она начала засушивать весь цветонос? У меня, например, моя домашняя орхидея на данный момент, вот просто вопросы даже интересные задаете, у меня это тоже случается. Попугай, у него 2 цветоноса. Я недавно вам его в каком-то видео показывала. Он доращивал бутончики, дорастил. И вдруг один цветонос начал засушивать с края. И засушил на данный момент, я его уже даже обрезала. А второй цветонос остался нетронутым. И это домашнее цветение. Может быть, что-то не хватило орхидеи, и именно было в этом цветоносе. А может быть, ему так захотелось. Засушит весь цветонос, обрежьте. Весь цветонос сухой. Он забрал из него все, что ему нужно. На тот момент, в который ему это нужно. Пересаживайте, но пересаживайте только с растущими корнями. Какой бы ни был маленький горшок, обязательно дождитесь роста корней. Иначе может пересадки не получиться у вас. Ну, вернее, пересадка-то получится, а вот дальше загнивание корней может произойти. Поэтому потерпите, когда он засушит цветонос, он начнет растить корни. Но обычно так орхидеи делают. Пока цвету, мне не до корней. Как только заканчиваю цветение, сейчас я сразу же пущусь в рост и буду растить и новый листик, и корни. И вот в этот момент безболезненно ее пересадите в тот грунт, который вы хотите использовать. И в тот горшок, который вам больше всего нравится. Валентина Парусова. Подскажите, как понять, что нужно пересадить орхидею? У меня она находится в магазинном горшочке. Было слабое цветение, но я не стала убирать цветонос. Уж очень хотелось посмотреть, какие будут цветочки. Поскольку она у меня первая, которая не ушла в архарай. Если у вас это первая орхидея, которая не ушла в архарай, обрежьте цветонос до первой не пробудившейся почки. И не пересаживайте орхидею, пока она не начнет растить корни. Валентина, в предыдущем вопросе я почти ответила на ваш вопрос. Единственное, могу вам сказать еще, что если это первая ваша орхидея, которая не ушла в архарай, обязательно дождитесь роста новых корней. И вы посадите ее, и ваша орхидея в следующий раз порадует обязательно вас красивым цветением. И второй вопрос от вас. Какую можно купить ароматную орхидею, чтобы она была устойчива? Я даже вам посоветовать не могу ничего, потому что ароматные орхидеи, они разные, их очень много. И есть устойчивые сорта, но с очень нежным и слабым ароматом только по утрам.
А есть сейчас новомодные сорта, как парфюмерная фабрика, которая пахнет вот целый день с шикарным ароматом. Есть Леодора, есть, вот позади меня стоит вот такой сорт ароматной орхидеи Mickey Golden Sun. Но это новые сорта. И говорить об их устойчивости очень рано. У меня, например, 3 парфюмерные фабрики растут прекрасно. Одну, которую я покупала уценкой, она не выжила. Поэтому сказать, что там устойчивая, у кого-то устойчивая, а у кого-то неустойчивая. Все зависит от того, как вы будете ухаживать за своей орхидеей. И если вам очень повезет, и вы сможете купить парфюмерную фабрику, она у вас может оказаться и устойчивой. А если будете заливать корни, то она быстро сгниет. Тут все зависит от ухода за орхидеей. Марина Мурманская. Подскажите по покупной коре. Я заливала кипятком, оставляла ее на час, потом промывала, потом сушила 5 часов. И все равно она полностью не просохла. Дальше. Обязательно ли нужно кипятить покупную кору или заливать кипятком? Керамзит и мох я промывала. Из мха сфагнум выловила парочку толстеньких гусениц. Это был сюрприз. Конечно, ну мох же это часто продают, просто снимают верхний слой в лесу. Я видела, например, привезли мох, он, ну как снят вместе с дерном, вот, настоящий живой мох, и в нем обязательно будут какие-то живые существа. А они могут являться и вредителями для наших орхидей. Но я мох не промываю, я просто его выкладываю, высушиваю, и обычно из сухого мха все убегает. А потом забрызгиваю его. То, что касается коры. Сейчас много хорошей коры появилось в магазинах. Ну, Орхиата это самое лучшее. Я недавно показывала, я в Ашане нашла вот такую кору, она уже обработана. Ее не нужно ни заливать кипятком, ни варить. Она готова к посадке орхидей. А если вы купили кору, не обработанную, открыли, а там просто куски коры, даже не обрезанные, но нарезаны такие на большие кусочки, и вы видите, например, что на этой коре присутствует смола. Вот такую кору нужно кипятить, и даже кипятить не 1 час. Потому что смола это не очень хорошо для орхидеи. Ну, по крайней мере, когда это в природе, там есть естественные факторы, которые уберут эту смолу с коры. И не на всех деревьях, на которых могут жить орхидеи, присутствует эта смола. Дождь, роса, все это размывает, все это убирает. А когда в закрытой системе, могут повредиться корни орхидей. Покупайте кору, которая сразу пригодна к употреблению, которая обработана. И вот такую кору не нужно кипятить, потому что вы просто уменьшите срок ее годности. Она начнет очень быстро разлагаться. Керамзит я, конечно, всегда промываю, потому что какой бы он ни был там для цветов или для дренажа, он все равно бывает очень грязным. Много керамзитной пыли, какой-то грязи. Насыпают же, это ж керамзит не стерильное вообще производство, поэтому керамзит обязательно промывается. Элиф Акшам. К сожалению, не все мои орхидейки в двойных горшках, а большая часть в обыкновенных магазинных. Ну, есть в пластиковых, которых мы покупаем. Например, вот в таких. Вот в таких мы горшках покупаем. И, конечно, можно посадить в такой горшок. Почему нет? Но эти горшки очень легкие. И когда растет большая орхидея, она может и сама орхидея завалиться. А когда цветонос выпускает, так обязательно заваливается. Как ее утяжелить? Ну, утяжелить... Вот у меня стоит орхидея, она тоже заваливается, видите, на один бок в этом горшке. Я кладу какие-то камни. Но вот эти камни
Вот такие камни у меня привезены с моря. Я их не варила, я их просто хорошо в горячей воде дала полежать час-два и хорошо промыла, потому что соленое у нас море черное. Можно использовать гранит, можно использовать любой природный камень, только хорошо его промыть от грязи, от пыли, от всего. И можно класть в горшочек, можно класть сверху, вот как делаю я. Можно положить его при посадке вовнутрь горшка, как дренаж. Придумывайте. Я бы не стала бы использовать кирпич. Ни белый, ни желтый, ни красный, никакой. Они довольно-таки легкие, но и не совсем пригодны для корней орхидей. Поэтому используйте какой-то природный камень. Наверняка где-нибудь он обязательно есть. И заканчиваем наши сегодняшние ответы и вопросы про гелевые шарики. Вот сейчас я вам их и покажу. Наверное, прошло, ну, пока мы снимали видео, прошло, наверное, минут 40, потому что с остановками. Что стало с этими гелевыми шариками? Они начали набирать в себя воду, начали увеличиваться. Они увеличились не в 2, не в 3 раза, а, по-моему, даже больше. Смотрите, как увеличились гелевые шарики. Они набирают влагу вовнутрь себя. Я взяла один из шариков в руку. Он сухой, видите, на руке не остается никаких следов. Положила гелевый шарик на темное что-то, чтобы было понятно, что следов влажных он не оставляет. А теперь я слила всю воду. Сейчас в прозрачную рюмку их насыплю, чтобы было видно и понятно. Они разбухнут еще раз в 10, наверное, если в них оставить воду. Они плотно прижимаются друг к другу. И когда у меня орхидея, реанимашка, стояла в этих шариках, у нее корни все были закупоренные. То есть настолько они плотно прижимаются друг к другу. А потом начинается вот такое усыхание, усыхание, усыхание. И ни одной орхидеи вот эти шарики не понравились. Как я только убрала из них вот эти гелевые шарики и просто налила воду, положила туда несколько керамзитинок, корни пошли в рост. Корням не только нужна влага, им еще нужен воздух. А здесь с воздухом в таких гелевых шариках, видимо, проблема. Поэтому они и остались у меня в таком сухом состоянии, как я вам показала в самом начале. И больше гелевые шарики для орхидей я не использовала. Они еще очень быстро зеленеют, просто моментально становятся зелеными в этой воде. И на них водоросли растут просто отлично. Да, и они же силикогелевые, эти шарики. Они, знаете, в кошачьем туалете. Они высасывают влагу, они отдают. А когда они уменьшаются, это не значит, что они отдают именно влагу корням. Она просто у них испаряется и гель сжимается. Я ни разу не увидела, чтобы корни были от них напитаны. Я и сверху горшков клала. Ну, что я только не придумывала. Не нравятся моим орхидеям эти гелевые шарики. По-моему, они просто для какой-то непонятной красоты. Ну, для растений я их больше не применяю. На сегодня все вопросы. Как всегда, жду ваших вопросов. До новых встреч! Увидимся на канале.